Трансляция. Вместо того, чтобы принимать игры деструктивных маятников, ищите маятники, игра которых будет в вашу пользу. Это означает завести привычку обращать внимание на все хорошее, позитивное. Как только вы увидели, прочитали или услышали о чем-нибудь хорошем, приятном, обнадеживающем, зафиксируйте это в своих мыслях и порадуйтесь. Представьте себе, что вы идете по лесу, там есть красивые и приятные цветы, а есть ядовитые колючки. Что вы выберете? Если вы нарвали цветов бузины, принесли их домой и поставили в вазу, вскоре у вас заболит голова. Зачем вам это? Также вредно реагировать на деструктивные маятники. Лучше сорвать цветок жасмина, полюбоваться им и насладиться его ароматом. Впускайте в себя все позитивное, и тогда на вашем пути будет встречаться все больше хороших новостей и благоприятных возможностей. Вот вы почувствовали вдохновение и радость. Но потом вас опять затягивает обыденная рутина. Праздник уходит, и наступают будни. Как сохранить в себе состояние праздника? Во-первых, помнить о нем. Мы по привычке окунаемся с головой в однообразные будни, забываем о чем-то хорошем, и оно перестает радовать. Плохая привычка забывать. Забывать нас заставляют маятники. Нужно поддерживать в себе огонек праздника, лелеять это ощущение. Наблюдать за тем, как в лучшую сторону меняется жизнь, хвататься за любую соломинку радости, искать во всем добрые знаки. Это, по крайней мере, не скучно. Необходимо помнить каждую минуту, что вы занимаетесь трансерфингом, сознательно идете к своей мечте, а значит, управляете своей судьбой. Одно это уже вселяет спокойствие, уверенность и радость, а значит, праздник всегда с вами. Когда ощущение праздника станет привычкой, тогда вы постоянно будете находиться на гребне волны удачи. Радуйтесь всему, что имеете в данный момент. Это не пустой призыв быть счастливым по определению. Иногда обстоятельства складываются так, что быть довольным очень трудно. Но с чисто практической точки зрения выражать недовольство очень невыгодно. Ведь вы хотите попасть на те линии жизни, где вас все устраивает. Но как же вы туда попадете, если ваше излучение наполнено недовольством? Наоборот, частота такого излучения удовлетворяет именно тем линиям, где вам плохо. Хорошие линии отличаются тем, что вам на них хорошо, и ваши мысли наполнены радостью и удовлетворением. Хорошие новости не так волнуют и быстро забываются. Плохие, напротив, вызывают живой отклик, потому что несут потенциальную угрозу. Не пускайте плохие новости в свое сердце, а значит и в свою жизнь. Закрывайтесь для плохих и открывайтесь для хороших новостей. Малейшие позитивные изменения необходимо замечать и бережно лелеять. Это предвестники волны удачи. Как только вы услышали хоть малейшие обнадеживающие новости, не забывайте о них сразу, как делали раньше, а наоборот, смакуйте, обсуждайте, охотьтесь за ними. Обдумывайте эти новости со всех углов зрения, радуйтесь, стройте прогнозы, ожидайте дальнейшего улучшения. Таким образом вы думаете на частоте волны удачи и настраиваетесь на ее параметры. Хороших новостей будет все больше, жизнь будет становиться все лучше. Это не мистика и не свойство человеческой психики отфильтровывать информацию, когда пессимист смотрит на мир через черные очки, а оптимист через розовые. Такова реальность, вы перемещаетесь на линии жизни, соответствующие параметрам энергии ваших мыслей. Когда вы находитесь в добрых отношениях с собой и окружающим миром, вы транслируете гармоничное излучение в окружающий мир. Вы создаете вокруг себя область гармоничных колебаний, где все складывается удачно. Позитивный настрой всегда ведет к успеху и созиданию. Негативизм, напротив, всегда деструктивен, направлен на разрушение. Например, есть категория людей, которые ищут проблемы, а не их решения. Они всегда готовы оживленно обсуждать сложности и находить все новые препятствия. Такие люди обычно затрудняются предложить реальный выход, потому что они изначально нацелены не на само решение, а на поиск сложностей. Нацеленность на поиск проблем приносит их в изобилии, но дело с места не двигается. Нацеленность на поиск и критику отрицательных сторон также всегда приносит соответствующие плоды. Вреда предостаточно,
а пользы никакой. Осмотритесь вокруг, и вы обязательно найдете таких людей среди вашего окружения. Они не плохие и не хорошие. Просто они крепко сидят на крючке у деструктивных маятников. Большинство людей любое нежелательное событие в своей жизни принимают в штыки. Как правило, нежелательным для нас является событие, которое не укладывается в составленный нами сценарий. И наоборот, за удачу мы принимаем только то, что соответствует нашим ожиданиям. Бывает так, что человек опаздывает на самолет, который должен разбиться, и очень расстраивается по этому поводу. И наоборот, упускает уникальный шанс только потому, что это не входило в его планы. Чем хуже человек думает об окружающем мире, тем хуже этот мир для него становится. Чем больше он расстраивается по поводу неудач, тем охотнее приходят все новые. Как аукнется, так и откликнется. Если человек выбрал такой способ существования, он каждый день занимается трансерфингом наоборот, скользит на линии жизни, где его ждет сущий ад. Примите прямо противоположную позицию. Назло радуйтесь неудачам, находите в них хоть малейшую пользу, это всегда возможно. Стакан не наполовину пустой, а наполовину полный. Банальная поговорка, что не делается все к лучшему, работает безотказно, если это ваше кредо. Необходимо упрямо придерживаться установки на хорошее, отказаться от старой привычки расстраиваться и досадовать по любому поводу. Альтернативный способ восприятия неудач – радоваться каждой неудаче или нежелательному развитию событий. Каждая неудача, по крайней мере, служит полезным уроком, делает вас сильнее и опытней. Радуйтесь любым проявлениям вашего мира, и он превратится в рай. Это, конечно, очень необычный способ поведения. Но ведь и цель совсем необычная – стать джинном, исполняющим свои желания. Разве можно этого достичь обычными методами? Поначалу это дается с трудом, потому что старая привычка негативно реагировать на нежелательное держится очень прочно. Главное, необходимо научиться помнить при каждом досадном обстоятельстве о том, что это маятник пытается вас зацепить. Как только вы вспомнили, вы можете сознательно сделать выбор, отдать энергию маятнику, выплеснув свои отрицательные эмоции, или оставить его ни с чем, и тем самым одержать победу. Если вы вспомнили, провалить или погасить маятник уже совсем не трудно. Мы всегда отдаем энергию маятнику бессознательно. Как уже говорилось, маятники дергают нас за нити наших чувств, а стартовым рычагом механизма захвата наших мыслей служат наши привычки. Даже прочитав эту главу и задавшись целью помнить, вы снова будете негативно реагировать на нежелательное. Потом вы осознаете, что в тот момент вы просто забыли и действовали бессознательно, по привычке. Однако стоит вам вовремя вспомнить, как ситуация оказывается под вашим контролем. Вы усмехнетесь про себя: «А, это ты, маятник. Эге, сейчас меня так просто не зацепишь». Вы больше не марионетка, вы свободны сознательно принять или оттолкнуть маятник. Если вы будете настойчиво практиковать такую технику, со временем старая привычка сменится новой. Но пока это произойдет, маятники будут всячески пытаться вас достать. Вы заметите, как будто нарочно, на вас наваливается множество досадных неприятностей. Не отчаивайтесь, в основном это будут мелкие неприятности. Если вы не сдадитесь и научитесь помнить, ваша победа будет весьма впечатляющей, вот увидите. А результат будет такой: когда вы в очередной раз встретите волну удачи, маятник не сможет увести вас в сторону. Таким образом, птица счастья останется у вас в руках. Ну а чтобы приманить ее, нужно транслировать вокруг себя позитивную энергию. То есть быть не только исключительно позитивным приемником, но и транслятором. В результате мир вокруг вас будет очень быстро меняться к лучшему. Вы будете легко скользить на все более успешные линии жизни. В конечном итоге вы дождетесь, к вам придет волна удачи, которая подхватит вас и стремительно понесет к успеху. Но не подумайте, что трансерфинг ограничивается только скольжением по волне удачи. Это лишь первые шаги. Дальше вас ждет еще много удивительных открытий.